Всем привет! И вы на канале Черничники, где семья живет в лесу. А еще ездит в соседний лес реставрировать старый хутор. Сейчас быстренько всех кормим и уезжаем. На Тихом хуторе, как оно прицепилось, это название, я не понимаю. Тихий хутор. Там сегодня печник заканчивает печку делать. И мы уже примем работу, покормим его, примем квитку и завезем его домой. Ну и параллельно, может, что-нибудь там поделаем. А потом уже приедем домой и тоже что-то будем заниматься. Пока что с нашего свинарника и с нашей овчарни выходит туча цыплят. Не перевели мы до сих пор сюда овец, но уже сено закинули на чердак, поэтому они точно будут зимовать здесь. А пока что куда нам это все девать? Надоели ведерко Кости, завезем печнику. И ведерко собакам дадим. Костя любит молоко, целый день пьет с кофе его.
Давай. Молодец. Наш козлик здесь пасется с этими козами. Сегодня Костя заканчивает, и мы его завезем уже домой. И вот ехали сюда, а у Вани сокращенный день, заодно Ваню взяли. Ваня здесь один раз только был, когда мы покупали хутор, да, Ваня? Балдеет, но в чистой одежде пускай грабает, какую ему еще работу дать. А я пойду полами заниматься. Лаги мы эти приподнимем. Но я хочу вместо этого песка сюда положить в эти места утеплитель лучше. Этот песок лишний уберем. Почему утеплитель? Потому что у нас от стройки его много осталось. Раз. И в нем, сейчас в современном этом утеплителе, не живут мыши, крысы. Он все-таки это как стекловато идет. И будет теплее. Вроде мы под полом чистим. А сколько плюсов? Заодно и территорию равняем. Заодно в доме от старых запахов избавляемся. Решил оставлять лаги те же, они еще крепкие. Просто вот вот да и те же доски, просто, ну, бэушные. Просто вот с этой стороны пол просел, поэтому с этой стороны и реставрировал. А с этой стороны идеальный пол, просто ровненький, как зеркало. Видно? Да. Костя молодец. Вот тут вот идеально, все ровненько. Тоже. А, вот это надо вот в этом месте чуть-чуть приподнять еще. Так, вот эти три уже ровные. А вот эту, о, вот здесь на сантиметр. Вот так надо. Вот так вот где-то на сантиметр. Просела. А это ты насобирал здесь? Да, лучина вчера нарубал. На, поджигай. Вот это много, ты что, это уже... Давай я одненько возьму, хватит. А где ты корни нашел где-то? Ну, да. На, ты по одной, да? Первая растопка. И пускай она там немножечко, это влажно, пока хода обойдутся вверх, в бок. А, ну да, она сыроватая. Да, сыроватая, да. Так давай здесь откроем. Угу. Люфт открытая у нас. Открытая. Все, больше не будет ничего. Все. Нет, идет дымок. Иди назад лиши внеси, себя будешь переделывать. Да что с ним, давай мы закроем дверочки. Все. А сейчас дым пошел через дымовую трубу. Пойду посмотрю.
Ну, тяга хорошая. Зимние двигатели. Регулируйте подвалом. Не люфтой, а подвалом. Ну, чтобы когда кипит много, прикрыла, закрыла, все. Ну, вот так. Классная, такая удобная печка. У нас, помнишь, вот это место было такое большое. Тяжело было туда, пока вставишь. Да Нет, так и здесь большой, но здесь такой вот и не маленькое, и не большое, как надо. Да, Просто золотая да. середина. Не, так ты уже сознательно знала, какую покупаешь, какая тебе нужна. Да. Весь дымоход для русской печи новый. Вот. Даже вот на чем он стоял, вот дерево, лежаки тоже вот Костя поменял, потому что поновее поставил. И вот это старый кирпич от лежака. Это надо сейчас тоже все снимать вниз. Ну, в любом случае, что этот дымоход трубу, что ту надо будет белить еще. Надо будет штукатурить. Помните, как мы на Черничном хуторе я делал? Побелил и покрасил белой краской. Это противопожарная безопасность. А был здесь дымоход не кирпичный, а вот такой вот железный. Это не только некрасиво, но это очень опасно. Неудобно, не знаю. Наверное, денег не было на нормальные дымоходы в то время. Поэтому дешевле было поставить такую железную. Уж мы приехали сюда, да? Не было здесь вообще металла. Тут печку разгромили ради вот этой вот маленького кусочка металла. Лучше бы они здесь вот это все почистили его, и было бы килограмм 50. Они там за 2 килограмма разгромили печку. От строительства комплекса осталась такая пленка гидроизоляционная, остался утеплитель. Чтобы ничего не покупать, то ее и уложим здесь сюда под низ. Потому что утеплитель тоже на сырую землю не положишь, потому что он же напитается влагой, сыреет. Сырость не будет дома идти с улицы тоже. Ты уже опытный, все знаешь. Сейчас строители напишут, вообще скажут, ты что там творишь? Ну, я на самом деле творю, что из того, что есть, как бы до идеала тут очень далеко. Но напротив того, что Было. здесь было, то это и есть идеал. Эту печку мы уже несколько раз протопили. И вот пошли вот такие вот трещинки. Мы эти трещинки расколупали и залили сюда высокотемпературный герметик, который такой прорезиненный, он немножко будет играть. Вот, и теперь уже наверх шпаклевочку. И уже, по идее, трещины не должны появляться. Как бы, трещины во всех печках идут, но тандыры даже покупаешь новые, они сразу трескаются. Но поскольку мы хотим покрасить в белый, то не хочется этих трещин, чтобы было. Десятка есть. Его так много почему-то осталось, что еще даже на потолок хватит. Да. Видите, тепленько, и он как бы и дышит, и мыши в нем не живут, вот из стекловати. И вот где сейчас ложу, тут как раз будет стол. И будет уже теплее ногам, да?
Кость, как ты думаешь, будут люди писать, зачем вы постелили утеплитель, дом же должен дышать? Будут писать? Он и так будет дышать. Ну это ж... Это же виноват, это наш воздух гуляет. Да. Это же не прессовка. Что твоя идея? Хорошо. Сейчас, Костя, чуть-чуть вот до сюда доделаю, вот до сколько гвоздей хватит, потому что забыл гвозди взять бэушные вот такие вот, равнял только что. На сколько гвоздей хватит, столько делаю, кушаем и завезу тебя. Добро. А доска уже твердая, усохлась полностью. Доски бэушные, поэтому и гвозди бэушные. Вот насколько нас сегодня гвоздей хватит, столько и делаем. Вот такой гвоздь, это же самое то для этих досок, да? Угу. Это доски, которые стояли у нас, были на черничном хуторе полом, а потом они были потолком для овец. Ну, овцы сейчас в новом хозкомплексе, поэтому им потолок не нужен. Костя пьет молоко козье. Мы ему сначала дали, он такой, только не понял. Еще раз, вы когда сказали козье, то начал в 2 раза больше пить, да? Ну да, ну смачное. Делка хорошее молоко дает. Ну, не пахнет козликом. Хотя я раньше пил, то... Козой. Козой. Ну, а это хорошее, да. Проверили меня, да. Ну да, мы не сказали, что это Костя. Да. Пьет, и ничего не говорит, пьет. Смачное. Но когда сказали, начал в 2 раза больше пить. Я и выпью его. Чтобы не скисло. Уже сегодня я уже кофе делал то. Ну все, 2 печки, Костя, ты закончил еще 2 печки. Слышь, ты заметил, что ты оптовик? Ты, ты печник-оптовик. Когда на черничный хутор ты приезжал, ты 2 делал. Сюда приезжал, опять 2 делал. Ну... Ты как минимум в следующий раз, когда к нам приедешь, должен 3 делать уже. А нет, это тяжко, я не могу задерживаться. Максимум 2 недели, все. Слышишь, ты зимой еще будешь вспоминать вот здесь, вот как ты здесь жил, как к тебе ведьма ночью приходила лесная. Ну, Новый год пригласи, что хоть встретим еще где-нибудь под елочкой. То, что Костя на Новый год, это 4 года назад у нас был этим, Кощеем. Вороном. Или вороной, или Кощеем. Короче, это так давно было, что он сам забыл уже. Но было весело. А Ваня был оленем. Сам просил. Ну, Костю мы уже давным-давно знаем. На самом деле, еще история знакомства, я не помню, рассказывал или не рассказывал эту историю знакомства. Мы когда переехали на черничный хутор, у нас уже были знакомые там электрики, там сантехники, плотники, это все было. А вот печника у нас не было. И вот ты ж первый приехал, и у нас мы разбомбили печки, и так думаем, так, надо печки сделать. И я сначала вышел на этих, я не буду говорить, какой канал, YouTube канал блогеров. Я им говорю, сделайте 2 печки. Они говорят, да, барбекю будет стоить $6000, а это вот эта каминопечь $2000. Ну, на тот момент, $6000, $2000, $8000. Я думаю, слушай, у нас хутор в 4 раза дешевле, куда это? Такие цены, даже сейчас какие-то сумасшедшие цены. Да. Ну, что не так? Так. Я думаю, так, надо кого-то по местности найти. И вот я Костю нахожу, Костя приезжает, Костя пьешь, не пьешь. Так, и Костя улыбается, все, сделаем, называет цену, блин, ну, я не буду говорить, ну там в 5-10 раз дешевле. И Костя все время улыбается, довольный, говорит, все, шутит. И я, блин, и у нас, знаешь, какие мысли были с вами? Блин, какой-то несерьезный. Цены дешевые, шутит постоянно, каким-то тройным одеколоном пахнет. Ну да. И мы потом взяли еще другого печника. И тот печник что-то делал, что-то 3 месяца делал. И что-то, не буду говорить, мертвый хорошо или плохо. И в общем он уехал, и мы уже шо, надо Костю назад. И Костя приезжает и сделал за день. У того было тогда за месяц 6 рядов, Костя за день сделал ее вот так вот по грудь, короче, сделал. И мы уже, Костя. И как бы и цена, а у того была и цена, мы, блин, тот сделаем. И цену в 2 раза дешевле, чем те. Ну, думаю, наверное, раз дорого, значит, наверное, качественно. Вот и с того момента вот мы с Костей знакомы, и он тут хорошие печки сделал на черничном хуторе.
Вот. Ну, люди глядели. Ну, печки хорошие. Да, Костя звонят, вот пока он здесь работает, я только... Здравствуйте, мы от Черничного хутора, мы черничники. Вы когда черничком закончите? Приезжайте, черничники. Да, Костя многим уже делает, от нас многие, вот, ну, и блогером делал каким-то там, и какой-то блогерша делала, она сырыми травами топила, испортила печку, потом сделала еще одну и тоже испортила, и блогеру делал кому-то там это. А я уже не помню. А, Юрке. О, Юрке делал, да. Юрке сделал. Да. Юрка молодец, он всем нашим строителям позвонил. Да, ну... Только ты согласился. Вот другого варианта, я думаю, не было. Ну да. Нет, печки-лавочки, они по-другому. Печки-лавочки Юра позвонил мне, говорит, дай печника этого номер телефона, ну твой. Я говорю, ну бери. Смотрю, через 2 недели ролик, ему какой-то печник приезжает, ремонт делает. Я не понял, думаю, я так обиделся, думаю, шо к чему? Он говорит, а что я буду, говорит, за тобой повторять? Ну да, и сейчас, конечно, лучше, конечно, знаешь что, и я действительно я тогда обиделся, а сейчас я думаю, может, ты правильно, что так сделал. Потому что, знаешь, это больше обидно, когда кто-то действительно повторяет за тобой и звонит твоим друзьям, знакомым, и звонит твоим строителям, а сам тебя ни с одним другом не познакомил. Вот это обидно. Ну так. А печки-лавочки, ну что там? Ну мы по-любому тебя еще позовем 3-й раз. Ты же знаешь, мы тебе уже говорили свой проект. Ну да, ну, буду пробовать. Ну как мы думаем, что-нибудь такое. Буду пробовать, я его не делал, но я вот попробую. Все, давайте кушать. Буду фантазировать. Ну все. Поедем, повезем печника домой, Костю. Уже приедем, тогда будем пол дальше делать. Ну, уже и так видно, что уже выравнивается все. Ну, поехали. Дом остается до завтра один. Никто в нем ночевать не будет. Ехали домой, а вами в окно заметил зонтики. Зонтики в июне. Я обычно помню, они уже осенью появляются. Давай пожарим. Какие большие? Вот, нам всем по одному и нам хватит. Вот А, еще маленькие. Только шляпки. Шляпки только берутся. Ну, я хочу... Ну ладно, только шляпки. Маленький пускай растет там. Да. Во! И семья не будет голодная. Нам больше не надо, правда? Да. Они только теплые вкусные.
Сколько? 20. А то ну тебя. 13. 14, я хватит мне 15. Ваня приезжает, у нас привычка, если вот, кстати, садимся кушать, перед этим надо поджиматься. И Ваня еще марку держит, 20 должен, 20, все 20 отжиматься. Куриной рыбе отбивная, обалденно. Скучал по тебе. Классный гриб. Пошли посмотрим. Или павлиниха несется на этом погребе еще. Я так ни разу и не ходил, честное слово. Я даже, когда последний раз были, мы с вами один раз показывали 2 яйца, потом 3. Уходим отсюда. Ой-ой-ой. Она сейчас сидит. Не знаю, то ли высиживает, то ли несется. Мы решили, поскольку мы сегодня на Тихий хутор не едем, будем целый день дома, значит, мы сегодня проживем без холодильника, без магазина. Мы сегодня проживем на подножном корме. На первое у нас будут жареные лисички. На второе у нас будут вареники с черникой. Мы все-таки черничники и лисичкины. Мы эту всю неделю провели на Тихом хуторе. И там в лесу столько много ягод. Почему у нас здесь столько нету? Я думаю, что здесь болото, и был минус, и она вся погибла. Да, то есть там нежнее на 50 километров. И там много ягод, много черники. А тут 99% погибло. Поэтому давай, знаешь, что сделаем? Давай вот набери пол-литрика и возьмем, сделаем чернично-клубничные. Давай. Да? Угу. Сделаю. Хорошо собаку кормить. И так ягод нету. Пускай клубнику ест, клубники много. Если бы не было Айзы, Дик бы так не игрался. А так все-таки из-за внучки молодеет дедушка. Она его тормошит.
Провоцирует на игру. Подошла и лапу кусает.
Эта будка весит, Ваня говорит, килограмм 120, наверное. Я мечтал, когда Ваня приедет, перенести эти будки к хозкомплексу, потому что они стоят далеко от дома, далеко от хозкомплекса. А собака должна что охранять? Хозяйство. Хозяйство, потому что мы себя можем и сами поохранять. У нас и камеры есть. И... Да, понимаете. Самый нижний. Раз, два, три. Ты там что, мальчик? Ты ее только двигать можешь или что? А где ты брал? Покажи. Ну поднимай. А как ты отжимаешься больше, чем я, а поднять не можешь? И что мы теперь будем делать? Скажи. Ну вот. Давай я помогу. Давайте вы с этой стороны, я стою и ставим сюда. Я вспомнил, как мы ее перевозили. Как? Сейчас покажу, смотри. Вот так вот, а ты подъезжала. Вот. А, да. Потому что она вообще тяжеленная, шута. Оп, и подвигай. Валька, держи. Стоп, а куда поставить? Внутрь двора или снаружи? Пошли посмотрим. Не упадет, Вань? Отпусти. Пошли. Как бы если здесь поставить, то здесь будет снег падать на будку. И это будет северная сторона. А с этой стороны, наоборот, будет очень жарко. Здесь будет очень жарко. Но здесь есть снегодержатель, и снег не будет падать. Они летом сюда даже не пойдут. А если вот так вот прям вот здесь вот поставить, плохо, Валь? Ну да. Так. Что делаем? Давайте сделаем. Они, Ванька, они по дизайну разные, они будут смотреться красиво. Ну ладно, а то там, а пошли с той стороны посмотрим. Пчелка села тебе на лоб. Потому что я думаю, куда будки поставить. Она вот помогает, она как антенна моя. Она села отдохнуть Потому у тебя что на лбу. я знал, что надо будки перенести, но просто не придумал даже куда. Они везде мешают. Они везде не вписываются. Она хочется, чтобы они и красиво было, и животным было хорошо. Что, она не уходит? Не-а. А вот представь, чтобы я не знал, что эта пчелка, я бы так придушила, меня прям в лоб кусила бы. Ага. А Так. тебе щекотно? Давай быстрее улетай сюда. Где она улетела уже? Нет, Нет, сидит. сидит. Ой, она пытается тебя укусить. Прямо. Так это бешеная какая-то. Что, не подсказала пчелка, куда поставить? Я уже забыл из-за пчелки, куда шел. Оп, полетела. Что делаем? Давай в этот угол. Куда? Вот в этот угол. Вот сюда? Да. А может туда? А если они сюда не пойдут? Хотя куда они денутся, да? Ну. Ну, давай попробуем, пускай постоит здесь. Я думаю, надо сюда поставить. Почему? Если лиса будет, то собака сразу выбежит и сразу будет ее нападать на нее. Ну как бы с другой стороны Вален прав, потому что собаки с одной стороны любят укромное место, а с другой они хотят полный обзор. А вот здесь у нее нету полного обзора, она не будет там лежать, она не будет запихиваться. Ей наоборот, вот отсюда, если ее действительно здесь поставить, она будет видеть и дом, и хозкомплекс, и кто едет. Вот так надо поставить, вот так вот. И она забежала, так, там все нормально, там все нормально. Ей хороший осмотр будет собаки. Все, сюда. А вторую по теме березками будет тоже нормально, тоже весь обзор будет. И не привязывать к хозкомплексу вот так вот. Просто с двух сторон будки и все. Погнали. Давай эту сюда, вот как ты и говорил.
Вот эта фальцевая кровля серая, она предназначена уже для нашего дровника. А дровник, еще крышу мы не доделали, еще не покрасили. Пошли покрасим точно, Варя. Пошли. Давайте его жук покрасим, у нас же краска есть. А на крышу все надо снимать, с чердака надо смотреть. Ну что, класс вот сюда впишется. Угу. Здесь полный обзор собаки выйдет. Сейчас Ваня тут кирпичи принесет. И самое главное, огород под защитой. Такие, как я, не влезут и не съедят всю клубнику. Подожди, еще. Подожди, давай на тебя сначала 30 сантиметров. Поднимай вверх, и на себя. О, вот здесь пускай она и стоит. Сейчас будки в разных местах, это значит, что одна собака будет с одной стороны гонять, а другая с другой. Вообще это как бы не будка, это мы сделали домик для уток. Но что Айза, что Булька, что Найда тут хорошо живут. Вот и как-то вот тоже делали временный, да, а он уже сколько лет стоит. Сегодня не поехали мы на Тихий хутор, то хоть можно покрасить наш дровник. А то он уже, наверное, недели 2 стоит вот так вот. Стены сделаны и не покрашены. Это наши дары леса и дары огорода. Сегодня будем питаться ими. У меня к тебе вопрос. Какой? А ты вареники отдельно сделаешь? Вареник с клубникой, вареник с черникой? Или все вместе в одном варенике будет? Как скажешь. Отдельно давай.
Отдельно хочешь? Угу. Ну, давай отдельно. Я помню вкус отдельно в детстве одного и второго, а вот вместе мы не делали никогда. Мне хочется вот поностальгировать, вкус детства сделать. Очень классно, что можно красить неаккуратно. Почему неаккуратно? Потому что здесь же не обои, стены, не облицовка чего-то. Здесь, если ты капнешь на нижнюю доску, ничего страшного, ее красить так и так надо. Если капнешь на пол, ничего страшного, в тот же цвет его тоже надо красить. Поэтому мазюкаешь себе бездумно. Все подряд. Сверху вниз, чтобы капало с верхней доски на нижнюю. Пока дойдешь до нижней, уже она вся пропитается каплями. Возле погреба дровник покрашен один в один точно такой же краской. То есть дизайн такой же, цвет такой же, крыша такая же. Скукотища! Напишите в комментариях. Дима, поехали на Тихий хутор. Черничный нам уже надоел. Одно и то же. Скоро у тебя каникулы, ты еще больше родителям будешь помогать. Конечно. А не только по выходным. Некоторые такие грязные в песке. Наверное, придется их отваривать, да? Угу.
А может, соленую воду замочу? Они там лежат. Попробуй, потому что Как зеленки, знаешь, замачивают в соленую воду, чтобы песок этот осыпался у них. Вот я не помню, мы в детстве клубнику резали или не резали. А что ты хочешь сказать, целиком засовывали? Хотя да, точно, значит резали. Она же будет кислая. Слышишь, у нас два ингредиента. Клубника и черника. А вареников можно сделать с начинками 3. Не лисички добавить, а один с клубникой, другой с черникой, а 3 микс.
Ты что, хаваешь мои вареники? Слышишь, так вот отвернись, может, ты поплюешь в каждый. Кажется, нашли какой-то литр, да? А хватит 3 семьи накормить. Да, много получится. А если еще добавить сметаны кучу? Еще не долепила, уже варишь. У нас же есть еще сплав на байдарках, подарочный сертификат. Но мы так и пока не поехали. Тут на собственном катере нет времени покататься. Но может когда-нибудь поедем, это же все-таки гребсти надо. А не на моторе гонять. Вообще, на самом деле, мы же страшные мясоеды. У нас нет такого дня, чтобы мы мясо не поели. Ну, на крайняк рыбу. А сегодня у нас такой день лесной. Мучной. Мучной. Где будет, да, только дары леса, дары огорода. И больше ничего. Никакое сегодня мясо не употребляем. Еще можно чисто устроить огородный день, а еще можно рыбный день. Вот в сажалке устроить и наловить рыбы. Там у нас еще амуров. Если так через каждую недельку есть, то еще на год хватит точно. Мы пока не запускаем рыбу. Вот. Хотим побольше выловить по максимуму, чтобы вообще почти ничего не осталось. Завести много растений. И когда уже растений будет чересчур, тогда уже заводить рыбу, которая будет питаться этими растениями. Когда это будет? Через год, 2, 3. Избавиться от уток и гусей. Да, ну чтобы пруд зажил. Кстати, за гусей дали залог. Не было покупателей, не было. И тут один. Все, забираю.
Я говорю, скиньте залог. Хорошо, говорит, а бьется гусь? Я говорю, ну как бы бьется. Ну, все понятно. Я думаю, понятно, значит, не забираю. Уже другой говорит, я сейчас приеду. Я говорю, хорошо, приезжайте. Только тот выехал, и те кидают 10 рублей залога на телефон. Я такой, тому звоню, говорю, вы знаете, говорю, жена продала, все, нету гусей. Говорю, нету, все. И в итоге за ними скоро приедут. Ну, где-то через неделю сказали. Ну, на самом деле, гуся, мы не брезгуем, мы с удовольствием приготовили бы гусей в духовке, в печке, в тандыре, в пленке, в пакете, там, Валя блюд знает всех гусей, просто именно наши два гуся, они стали звездами экрана, к которым зрители привыкли, к которым мы привыкли. Мы еще приготовим гусей, только не своих. Тут, Ваня, есть черники, есть клубники, а есть микс. Тебе какой больше понравился? Мне больше черники. И мне тоже что-то. Вот черники все-таки вареники самые вкусные. Значит, делаю микс. Остальные. Угу. Да, делай микс, потому что черники самые обалденные. В день каждый съедает по 3 рыбины. Как раз, Ваня, до твоих конюков все съедим и поем опять наловим. Вань, когда доедешь на рыбалку, я возьму поплавочную удочку, попробуем ловить камыша, красноперку. И уклейку. Ну, плотву, да. Уклейка самая вкусная. И возьмем донки хорошие на самак. Уже самак как раз с 19 июня разрешено ловить. Может, что-нибудь крупное затянем, трофейное. Можешь мне на спину накапать, если хочешь. Пока недорого. Белка очень странная. Она напилась
ведре, где мы моем кисточки. Ну она там напилась, а пыталась еще и краску вопить. А еще пыталась загон этот вязать краску. Ей нравятся такие ароматы необычные. Ну что? А? Все хотят быстро покрасить, не хотят голову покрасить. А еще внутри красить. Внутри покрашивают. Вот. Белка! Краску не петь. Фу! Любительница грунтовки, краски. Также она и костром все время так нюхает и рот открывает. Вот ей нравятся посторонние запахи, химические всякие, необычные. Белка нельзя! И злится, что не даем краски ей. Перенюхала, походу. Ваня, токсикоманка, ее вставила, наверное, краска. Я молоко не пью месяц сейчас от нее. Наркоманки этой. Все, она уже попила. Что, больше пить не будешь? Я не знаю. Ну как, Белка, вкусно? Она отбирает у нас краску и ест ее. Таможня. Шоколад. Давай жарить лисички. Таможник. Ну, Миша, успокаивай его. А, кстати, Негриша всегда успокаивает ее, когда она к людям пристает. Я уже много раз об этом говорил. Вот и сейчас он отгоняет от Вани белку. Баран соображает, умница. Пришлось вывести ее подальше, мешает нам мало того, что красить, так еще и наелась ерунды всякой. Чтоб не отравилась, то хоть комбикормом разбавим и в нее в желудке. Пускай ходит по воле, хоть попьет. Три мамки.
И детей у них немерено. Индюшат до 3 возрастов и цыплят до 3 возрастов. И ходят толпой. Ходят как одна единая семья, и никто никого не обижает, детей не делят, дети между собой не дерутся. А вместо рыжего цвета, рыжий индюк был, вот такие получились, какие-то бронзовые. И ни одного рыжего индюшонка. Ты все-таки их помыла, да? Да. Они постояли часик в соли, я их потом помыла. Ну и молодец. Просто пожаренные вкуснее, чем отваренные пожаренные. Только поняли, мы тоже подслужили. Маленький вечерний перекус. Обалденное, шикарное блюдо, как я прям скучал.